Мы с вами сегодня идем в Вену, идем в музей, Венский музей истории искусства, который я обожаю. У нас была лекция по Прадо в Мадриде, и я тогда сказал, что если бы была атомная война, и мне сказали: Костя, выбери какой-нибудь музей, который вот он останется, вот все погибнет, этот музей останется. Я сказал, что я хочу, чтобы остался Прадо. Нет, я хочу, чтобы остался Прадо и Венский Kunsthistorisches, а еще я хочу, чтобы остался Лувр и вообще все остальное, чтобы никакой войны не было никогда в жизни. Так, ну и давайте немножко походим по Вене и поговорим о том, что же это за собрание. Вена – столица Австрии, которая за время своего существования сумела побывать и столицей эрцгерцогства, и столицей Священной Римской империи германской нации. И надо сказать, что все, что мы с вами сегодня будем смотреть, собирали Габсбурги. Габсбурги – это европейская фамилия, которая сделала просто фантастическую карьеру на арене мировой политики. Потому что, вот смотрите, они были эрцгерцогами Австрии, они были императорами Священной Римской империи, они были великими герцогами бургундскими и штатгальтерами Нидерландов, они были королями Испании и Неаполитанского королевства, великими герцогами тосканскими, герцогами Пармы, Модены и венецианско-ломбардскими королями, они были сицилийскими королями, они были императорами Мексики. Конечно, это все как бы в разные годы, но как бы пик их славы – это, безусловно, 16 и 17 века, потом начался упадок, но и как следствие этого упадка, когда как бы воевничесть была сведена к нулю, они стали заниматься искусством и культурой. Дело в том, что начиная с 16 века представители этой огромной династии, огромного рода, а он как бы разросся по всей Европе. Императрица Мария Терезия, которую вы в принципе хорошо знаете, наверное, которую мы сегодня будем вспоминать, это мама Марии Антуанетты, на секундочку. Она изобрела такую интересную политическую формулу, что пусть вся Европа воюет, а ты, счастливая Австрия, заключай браки. Дело в том, что она была счастливой мамой, у нее выжило 16 детей из 19. Что, в принципе, конечно же, неплохо. И вы понимаете, что в то время, в середине 18 века, она стала бабушкой и прабабушкой всей Европы. То есть тем, кем для Европы стала королева Виктория на рубеже 19-20 веков. И все ее дети, мышенята, расползлись по всей Европе, по всем тронам и под все короны. Основателем рода считается некий Гунтрам Богатый, который вообще-то он из Северной Швейцарии, он оттуда. И там до сих пор есть развалины замка Габсбург. То есть, знаете, это тот случай, когда, кстати, потомки Габсбургов, они живы до сих пор. И вот мне дико интересно, вот они когда приезжают на свою малую родину, видят эти развалины, как они вообще себя чувствуют? Вот как бы, хата батьків Тараса Григоровича Шевченко в гораздо лучшем состоянии, чем замок Габсбургов, который находится сейчас в Швейцарии. И вот, собственно говоря, с тех пор, вот начиная с Гунтрама Богатого, было вот все то, о чем я вам говорил. И вся эта династия, она всегда была, она понимала простую вещь, что все в этом мире иллюзорно, но бабло в нем настоящее. И когда Ричард Львиное Сердце, самый знаменитый английский король, который в течение десятилетия своего правления в Англии провел 1 год, все остальное время он жил во Франции, он человек нормальный, в нормальном климате в Провансе. Он проезжал через Австрию, его там в Австрии местный эрцгерцог взял в плен и потребовал от его матушки, королевы Алеоноры Аквитанской, выкуп за то, чтобы ей вернули сына. Собственно говоря, с этого момента начинается, вы знаете, финансовое благополучие этого дома. То есть у всех европейских монархов были денежные проблемы, кроме этих. У этих всегда было все в порядке, и они всегда всем могли дать взаймы. Подходя, наконец, к Марии Терезии, должен сказать, что получилось как? Опять же, 8 марта мы празднуем как бы Международный женский день, там начали праздновать только в начале 20 века, когда женщина вдруг, благодаря
сумасшедшей совершенно работе женщин как бы в Америке, в Европе, которые много выстояли на демонстрациях ради этого, да. А вот Мария Терезия в XVIII веке, несмотря на то, что она девочка, в стране, в которой это вообще не было принято ни секундочки, становится главным монархом вообще в огромной империи. Как так получилось? Папа, император Священной Римской империи, ее папа, издал так называемую марганетическую санкцию, или еще ее называют прагматической санкцией, где он просто черным по белому написал, что отныне девочки имеют право занимать престол, потому что, ну так случилось, нет у меня мальчиков как бы среди наследников, поэтому примите девочку. Ну, с этим, конечно, не все согласились, там 8 лет шла война за так называемое австрийское наследство, но в результате как бы Мария Терезия все-таки стала императрицей. И вот благодаря ей начинается собрание вот этих вот самых Габсбургов. То есть она, в принципе, как глава рода, согласно завещанию ее отца, она распорядилась, чтобы все ее многочисленные родственники, которых дофига, вот они все сдали свои лучшие свои картины, статуи, гравюры, все, что у них есть, сюда, в Вену. И она, в общем-то, первая организовывает на территории императорской резиденции в Вене, в Хофбурге, открытый музей, куда раз в неделю всем вольный вход, все гости дорогие. Единственное, что она изобретает то, что мы с вами на сегодняшний день называем дресс-код, в котором прилично прийти в музей. То есть, понятное дело, что в спортивном костюме никого не пускали. То есть, надо было прилично одеться, и тогда ты в музей попадал. И вот давайте я вам покажу, где это все было. Вот мы с вами прям видим Хофбург, вот он. Это основное его здание, которое было построено сильно позже Марии Терезии, как бы уже при ее как бы потомках. А тогда этот замок, он был вот в этом месте, вот самый левый верхний угол этой фотографии. Собственно говоря, Хофбург был здесь, и вот здесь был этот музейчик, куда как бы куда всех пропускали. Вот это вот крыло, оно строится значительно позже. И вот, видите, улица Бургринг. Собственно, вот эта часть, вот левый верхний угол вот этого скрина, это историческая Вена, это та Вена, которая существовала при Марии Терезии. То есть вот в этом месте, вот где Бургринг, здесь проходил городской вал. И, собственно говоря, вот в этом месте, где площадь Марии Терезии, здесь вообще-то в 1683 году стояли турки, которые хотели взять Вену. И Вену они не взяли, кстати, благодаря тому, что на помощь Вене пришел польский король Ян III Собеский, который, кстати говоря, знаете, где родился? В Олесском замке, под Львовом. Олесский замок сейчас в кошмарном состоянии. Передаем большой привет Министерству культуры Украины. И вот уже при Франце Иосифе I, это вторая половина XIX века, вот за улицей Бургринг, которая здесь, Вена, конечно, уже расширилась в это время, вот здесь создается целая площадь Марии Терезии с памятником Марии Терезии, мы его сейчас увидим. И здесь стоят два одинаковых здания, они зеркально отражают друг друга. Вот музей истории искусства и музей естественной истории. В музее естественной истории я не был, к сожалению, как-то так получилось. А вот про музей истории искусства, который есть в Kunsthistorisches Museum, мы с вами сегодня и будем говорить. И вот как он выглядит, если на него смотреть, чуть не сказал паперти, со ступеней музея естественной истории, в котором я не был. Вот она, Мария Терезия, которая сидит здесь как бы на троне, наверху этого памятника. Здесь внизу все великие люди ее эпохи, там и Кауниц, и Морец Саксонский, в общем, там все, кто на нее работал так или иначе. Вот это вот волшебное здание, оно было создано при императоре Франции Иосифе I, а, собственно говоря, это он. Никто так не воспел этого человека, как Гашек в своем бессмертном романе «Похождение бравого солдата Швейка». Потому что его похождение приходится как раз на закат царствования Франца Иосифа. Ну, вообще, конечно, совершенно удивительный человек по-своему, который сделал очень много для того, чтобы Вена на сегодняшний день стала вот тем, чем она есть, как бы и надо отдать ему должное. А это портрет работы художника Филиппа де Ласло. Кстати, ну вот один из, наверное, лучших портретистов этой эпохи, то есть с конца 19 века, а эта эпоха – это Belle Époque, как говорят французы. И портрет, конечно, совершенно невероятный. Меня однажды спросили, а что вот он вот в такие вот зрелые годы, а здесь ему под 70, чтобы вам не соврать. Он сохранил вот такую вот царственную осанку, такую осиную балетную талию. Ребята, он в корсете. Тогда корсеты носили все. И мальчики, и девочки, и дедушки, и дети.
Ну и я вам показываю ротонду при входе, чуть не сказал собор-музей. Удивительная совершенно ротонда, она просматривается насквозь. Вот видите это отверстие, как в куполе Пантеона Рима? Вот мы с вами сейчас пойдем, в принципе, туда. Вот эта лестница, которая, вы знаете, они ее на самом деле слезали. Они ее стибрили с парадной лестницы Казерцкого королевского замка под Неаполем. Но эта лестница того стоит. Ну и здесь при входе, конечно же, стоит Канова, на которого мы еще сегодня с вами посмотрим ближе. И мы с вами знаете, куда идем? Мы с вами идем вот сюда, на потолок. Вот видите, вот здесь вот очень много всякой живописи между колоннами. Вот мы с вами идем сейчас туда. Вот он, этот Антонио Канова. Это у нас Тесей убивает кентавра. Я вот, честно говоря, не помню, какой это момент биографии Тесея. Я так, честно говоря, не помню, чтобы он там как бы с кентавром где-то боролся. Надеюсь, это не Хирон. А вот куда мы с вами идем, потому что это братья Густав и Эрнст Климт. Они тогда еще совсем молоденькие, и в них обоих, ну точнее в Густаве, еще мы наверняка не узнаем того, кто нам напишет вот все то, что мы у него так сильно любим, такое прекрасное и декоративное. Он здесь все еще такой немножко академист, потому что он вот только вышел из школы, он только вот готов работать. Причем работают они как звери, то есть они в течение года делают здесь просто сумасшедшие росписи. То есть это невероятная работа. Но надо сказать, что помогает им здесь еще Франц фон Мач, с которым они тоже учились, причем представитель древнего такого германского рода, который пошел в художнике, потому что, ну, это излет романтизма, а романтизм – это когда художник наконец-то стал уважаемым человеком. Про художника пишут романы, а художники пишут картины, о нем уже делают, как бы, уже нам с вами ваяют Пигмалиона, который ваяет Галатею, потому что художник уже человек, а не персонал, который там делает нам что-то красивое. Ну и давайте посмотрим поближе. Здесь у нас аллегории римской художественной школы и венецианской художественной школы. И здесь все очень банальненько, чтобы даже школьники поняли, что раз папская тиара здесь у бесполого ангела в руках, значит, это Рим. Если здесь у нас как бы мужичок вот в этой традиционной шапочке, в которой всегда изображают венецианского дожа, значит, это венецианская школа. Просто и понятно. Климт без женской обнаженки совершенно невозможен. Как император Франц Иосиф I здесь это допустил? Да замечательно допустил. У него была умница жена, знаменитая Елизавета Баварская, так называемая Сиси, про которую снята куча фильмов, которая была просто умницей, которая только и занималась, что образовательной программой своего мужа, пока он ей не надоел. А вот это уже как бы вверх ротонды. Вот она, вот эта вот дырка, вот это отверстие, которое мы с вами видели, когда зашли в этот музей. Здесь у нас такой как бы, ну, шоколадный ресторанчик. Здесь куча всяких сладостей, то есть все то, чем славится Вена. Ну и, конечно, знаете, вот я здесь видел людей, которые, вот у нее вот этот вот Шварцвальд там на блюдечке, штрудель, да, венский. И вот она вилочкой десертной отломила кусочек, наколола его, а потом что-то увидела. И она будет так сидеть бесконечно, пока она не рассмотрит, там ее подружка, которая сидит напротив, ей что-нибудь не скажет, ну да, и она продолжает есть, потому что, ну, здесь действительно как бы невозможно оторваться от всех этих стен, потому что красота вокруг просто нереальная. А это я вам показываю октябрь 1891 года. Это такая акварелечка, которую написал, кстати, очень забавно, прекрасный чешский художник, глупая фамилия Рашка. Ну уж как есть, как бы из песни слов не выбросишь. Прекрасный акварелист, который очень много работал именно в интерьерной вот такой вот жанровой сценке. Ну и здесь, конечно, совершенно невероятная работа. Так как среди нас есть акварелисты, я знаю, что они оценят, как это сделано. Потому что здесь портретные сходства, здесь куча портретов реальных персонажей. Вот там вот с зеленым плюмажем на шляпе стоит император Франц Иосиф внизу. Ну и все подробности, как это здесь написано, ну вы все это видите на этой картинке. Здесь есть все эти колонны, здесь есть все эти климтовские росписи. Теперь, наконец-то, мы с вами пойдем по коллекциям. Это 13 коллекций. Почему 13? Ну, потому что красивое число. Опять-таки, здесь есть аллюзия к Христу и 12 апостолам. То есть, ну, такая магическая цифра своего рода. Ну, и мы с вами начинаем с посудки. И вы знаете, как бы очень многие здесь начинают с посудки.
Я очень советую эти залы, их очень много, пробегать быстренько. Поэтому мы с вами ровно это же и сделаем, но не могу вам это не показать, потому что когда мы вошли в этот музей, когда началось именно с этих залов, и когда стало понятно, что это все подарки, которые Габсбургскому двору дарили все, потому что все хотели дружить. Знаете, это в начале 2000-х было очень модно и популярно у нас в Украине, и в Харькове в частности. Я очень сильно запомнил эти времена, когда был вот этот круговорот бокалов и фужеров в природе. То есть все тебе на день рождения дарили какие-то бокалы. В результате после дня рождения у тебя собиралось там штук 10 коробок разных бокалов и фужеров, и ты, в принципе, был обеспечен на какое-то время подарками, которые ты передаривал потом тоже другим людям. Потому что я столкнулся с коробкой, которую мне подарили, я, в свою очередь, ее тоже подарил. Через год мне подарили ее опять. Ее же. Вот нечто подобное происходило среди европейских дворов. То есть все друг другу все вот это вот передаривали. Ну и мы с вами сегодня все это тоже увидим. Совершенно волшебные вещи, назначение которых на сегодняшний день совершенно не очевидно. Золотой кораблик. Ни пить, ни есть из него невозможно, но его можно поставить посреди стола. И это уже красиво. Кубок курицы. То есть здесь узнаваема вот эта раковина Наутилус, которую все знают. Мне дико интересно вот что. Видите петли? То есть это какой-то механизм, оно как-то работало. Как, я не знаю. Потому что вот я ее видел, она там стоит, совершенно неочевидно, как это все происходило и зачем там эти петли. Но курица совершенно невероятная. И опять же, это ж кто-то подарил. Вот это блюдо с этим кувшином, это что-то совершенно невероятное. Причем это та эпоха, это 16 век, когда бриллианты в моду еще не вошли. Вот эта вот россыпь искр, которые появляются, когда мы направляем активный свет на бриллианты, от которых мы все просто балдеем, это так красиво, вот красиво и все. Тогда еще этим всем не пользовались, это не было модно. Но вот как они это делали? Они это делали преломлением вообще самого металла, то, как они с ним работали, плюс сам стиль, вот этот вот маньеризм, переходящий в барокко, плюс вкрапление жемчуга и перламутра, вот я вам сейчас просто покажу этот кувшин с другой стороны. Посмотрите, какое волшебство. Это какая-то совершенно невероятная работа. Это же эпоха, когда люди, которые вот это делают, вот к ним, как к художникам, да, все относятся с невероятным уважением, потому что ювелир в это время – это художник. А вот эти вот все живописцы, скульпторы, архитекторы – это все персонал. Это все обслуга. А вот ювелир – это художник. Поэтому, когда Альбрехт Дюрер старший понял, что его сын тоже, Альбрехт Дюрер, не собирается быть ювелиром, как он, а просто художником, то есть у него, конечно, был нервный срыв. Вот какой лебедь. Причем, смотрите, вот этот лебедь, на самом деле, это крышка вот этого хрустального сосуда. То есть это хрустальная чаша, а вот эта вся красота навершие, это просто крышка и все. Хрустальные ложечки, вилочка. Прекрасно, правда? Вот это совершенно дивный слоник. На самом деле это индийский хрусталь и индийская работа. То есть вот это навершие и сам слоник, они были сделаны, вырезаны из хрусталя в Индии. И они вот в таком вот виде, как два разных предмета, они попадают в Португалию, в руки португальской королевы Екатерины Австрийской, потому что она из рода Габсбургов. А я вам говорил, Мария Терезия всем Габсбургам сказала так: все хорошее сюда, в Вену. Здесь все выставляем. То есть так оно, собственно говоря, в Вену и попадает. Причем попадает оно через императора Рудольфа II, которого мы сегодня тоже будем видеть. У нас много сегодня вокруг него будет ходить. Но именно вот собрать вот это вот в кучу, сделать из этого солонку, это сделали в Португалии. Это сделал испанский художник, испанский ювелир. Вылетела фамилия из головы. Простите, не буду сейчас пытаться вспомнить. Это, наверное, не так важно. Но красота необыкновенная. Но она такая, она большая, надо сказать. Вообще, мы с вами по посудке, как вы увидели, проходим так быстренько, но на соли мы останавливаемся специально. Потому что это Бенвенуто Челлини. Это та самая знаменитая сальера, которую он делает для короля Франциска I, который за это платит просто сумасшедшие деньги, и дарит ее любимой женщине, одной из. Или Диане Пуатье, или герцогине, по-моему, герцогиня де Тамп. От герцогини де Тамп она попадает Диане Пуатье. Ну, что-то такое. Спрашивается в задаче, куда здесь положить соль? Сейчас покажу. Ну, во-первых, здесь у нас Афродита и Посейдон.
Ну, Афродита, понятно, да, Посейдон как бы бог морей. Здесь, ко всему прочему, вот еще какие-то такие вот тритончики интересные, вот еще храм ее же Афродиты, то есть Афродита сама, плюс рядышком стоит ее храм. А соль мы кладем сюда. То есть удельный вес вот этой вот чаши с рогами овнов, как бы вот в этой вот сальере, в этой солонке, ну, примерно 20%. То есть 20% как бы площади, они для соли. Все остальное это просто красота. Она достаточно крупная. Красота необыкновенная. Оторваться от нее невозможно. Это до такой степени, как мы бы сейчас сказали, мимишно сделано. Ну и давайте еще немножко пробежимся как бы по прикладному искусству, а это всего лишь навсего флорентийская мозаика. Это как бы техника, от которой лично я просто балдею, потому что здесь не только флорентийская мозаика. Флорентийская мозаика – это когда мы полудрагоценными камнями выкладываем картину. Причем с переходами цвета. Это очень красиво. Тут как бы надо правильно срезать камень, почувствовать этот цвет. То есть это вообще, знаете, это чудо интуиции. Но здесь, ко всему прочему, еще есть вот такие вот фигурки, которые как бы являются практически мелкой пластикой. На их фоне уже вот это вот все. Плюс вот эта вот рама в возрожденческом стиле, да, она частично тоже из хрусталя. Это тоже безумно красиво. Ну и подсвечивают они, конечно, красиво все эти вещи. Вот это совершенно дивная штука. Что они с этим делали? Скорее всего, я так думаю, опять-таки, ты служишь украшением стола. То есть тебя ставят где-то там среди как бы блюд, которые мы едим, но вот стоит вот это вот, а это все из полудрагоценных камней и кристаллов. Это такая деревенька, где есть кузня, где есть маленькая такая каплычка, тут даже распятие стоит как бы. А вот оно все вот такое вот террасами, тут мы можем печь хлеб, как бы. Это такая вот игрушечная штуковина, которая стоит вот на таком серебряном поставце. Необыкновенная красота. Когда такое видишь, ты думаешь, боже мой, как хочется быть ребенком в доме Габсбургов. Где-то там в 18 веке. Кстати говоря, все в той же Казерте неаполитанской, которую мы уже упоминали. Там вот вы уже проходите все эти шикарные, прекрасные, чудесные залы, и такой контрольный выстрел в голову. А в совершенно темном зале стоит огромный стеклянный куб. За этим кубом, наверное, площадью там где-то 5 на 5, размером 5 на 5, значит, такой квадрат. В этом квадрате замок, лес, пастбище, люди, разбойники. Все сделанное так, что это игрушки. Этим играли неаполитанские принцы. То есть, ты понимаешь, что у тебя детства не было. Чугунные игрушки в Артеке не было. А это что такое? А это мы побывали в Риме и увидели в Риме знаменитую статую работы Джан Лоренцо Бернини, у которого, кстати, тоже на днях был день рождения, 7 декабря, если не ошибаюсь. Ему, кстати, стукнуло 426 лет. Какой взрослый мальчик уже. Тот самый момент, когда Аполлон ловит Дафну, и она превращается в лавровое дерево. Но у Бернини это 3-метровый мрамор, а это вот такая вещь. Она совсем маленькая, это мелкая пластика. Опять-таки, красоты необыкновенной, это слоновая кость. Вот так работать по слоновой кости – это что-то невероятное, потому что это такой материал, когда одно, вот как и в мраморе, да, одно неверное движение и все, рука отпала. Поэтому это, конечно, совершенно дивная штука. Я не верю в троллинг в 17 веке. За это можно было сильно хлопотать по шее. Поэтому, скорее всего, нет, это не троллинг, это вполне себе серьезная барокко. Эта вещь называется апофеоз Леопольда I, австрийского императора. Вот он сидит вот здесь, вот он такой вот юный, а рядом его папаша Фердинанд III, который передает ему бразды правления. И здесь херувимы, серафимы, тут же тебе Богородица, причем она во славе, вы видите, она в образе императрицы. Тут же какие-то аллегорические фигуры, слава, которая дудит в трубу. Но вы знаете, их надо рассматривать, они такие карикатурные. Это такой кайф, без смеха на это смотреть просто невозможно. Это вообще штука удивительная для меня. Я, честно говоря, не ожидал такое увидеть в императорском музее. Причем, такая приличная семья, да, Габсбурги, в принципе. Они ж католики до кончиков ногтей, вообще. Реформация их не коснулась. Они вообще всегда стояли за домострой, за вот это вот все, что мы любим, за правильный брак, твердый такой, хороший, без всяких там разводов. Совершенно гомосексуальные сцены. 8
пластин из слоновой кости, венецианская работа, или 15 или 16 век, причем это основание как бы поставца, это такая вот ножка, там дальше идет такая как бы большая ваза, и вот здесь вот эти вот 8 сцен, где два парня, с чем они только тут не занимаются. Это я вам показываю самые приличные как бы из этих пластин, которые здесь есть. Но опять-таки, мы же с вами все знаем, что все животные равны, но некоторые животные равнее других. Поэтому как бы когда Габсбург держит это у себя дома, то ему можно. Он никому это не показывает особенно. Эта штука совершенно удивительная. Называется молитвенный орех. Нет, это, конечно же, не орех, но это размером с грецкий орех. То есть это карманный алтарь. Возникла у тебя необходимость поговорить с Богом. Срочная причем. Как бы ты из кармана достаешь этот орех, ты его вот так вот раскрыл, у тебя свой алтарь, Господи. Всегда прямая связь. Фактически смартфон считаете. Причем именно это действительно именно очень маленькая вещь. И вот филигранная резьба, которая здесь, вы не подумаете, что оно, все такое, мы все понимаем, да, как бы очень сложно, там какие-то мелкие детали. Нет, не сложно. Ноздри, волоски, ресницы там не показаны, а так есть все. Вот это совершенно дивная вещь, и мы с вами переходим уже к очередной коллекции, о которой хочу поговорить. Тут буквально 2 фотки из этой серии. Но это очень известная так называемая гемма Августа. Сейчас как бы ведутся споры, все-таки это при жизни Октавиана Августа была выполнена эта работа, или значительно позже уже на излете династии Юлиев-Клавдиев. Но это, надо сказать, я вообще когда был маленький, когда видел в учебнике по истории эту штучку, я думал, кулончик. Там, видите, еще такая дырочка есть. Я думаю, шнурок или цепочка. И носили. Прелестная совершенно вещь, согласитесь. Там 23 на 19 сантиметров, если я не ошибаюсь. И здесь, конечно же, это апофигей императора Октавиана Августа, потому что он у нас уже победил всех триумвиров, он уже подчинил себе абсолютно всю громадную, грандиозную римскую империю. И вот он здесь под вот этим вот венком лавровым, который слава держит у него над головой. Рядом с ним, никогда не забуду, в учебнике по истории за 5 класс было написано, сидит он рядом с богом Юпитером. Нет, бог Юпитер мужчина, а это женщина. Причем тут даже видно как бы по ее груди, что это женщина, это богиня Рома. У нас вообще-то город Рим, он во всех европейских языках, он девочка, он Рома. И богиня Рома – это такой милитаристский военизированный вариант богини, покровительницы города. И все остальные фигуры здесь вот в верхнем регистре, они абсолютно все аллегорические, они все божественные, они специально спустились с Олимпа, чтобы посидеть рядом с императором Октавианом Августом. А здесь у нас внизу, естественно, идет в нижнем регистре, у нас идет реальность, которая выстраивает всю эту красоту, благодаря которой мы знаем этого императора. Как говорили римляне, когда следующий император приходил к власти, будь счастливее Августа, лучше Трояна. Вот счастье Августа создавали люди из нижнего регистра. То есть все как и сейчас. А вот этот лес голов, я когда в него попал, я просто офигел от этой красоты. Там совершенно невероятный свет, и вот в этом музее со сценографией все хорошо. Ты попадаешь в каждый зал, ты попадаешь в новую сценографию, ты попадаешь в новые смыслы, и тебя именно накрывает. И здесь, конечно, отсутствие торсов, и вот они все одинаковой практически высоты, и на вот этих вот колоннах стоят эти головы, а многие из них достаточно узнаваемы, например, да. Не будем далеко ходить. Вот это у нас Антонин Пий. Вот это прямо за мной спрятался Марк Аврелий. С этой стороны у нас Септимий Север. Там дальше вот за этой женской головкой там у нас Адриан. Все знакомые, короче говоря. Все, кого мы знаем и любим. И мы переходим к следующей коллекции. Это у нас Лукас Кранах-старший, которого я нежно люблю. У нас на канале чудесная лекция. Надо сказать, что Кранах здесь гениально вышел из положения. Лукас Кранах-старший знает, что я его всегда ругаю за его пальчики. У него кошмарные руки всегда, что у мужчин, что у женщин. Здесь он эту проблему решил очень просто. У Юдифи, которую вы здесь видите, у нее на руках перчатки. И да, это Юдифь с головой Алаферна, но это не просто какая-то там условная Юдифь. Моделью для этой Юдифи была Сибилла Клевская, клевская принцесса, которая стала герцогиней Саксонской. За нею Кранах в свое время ездил ее сватать для своего воспитанника, который потом станет саксонским курфюрстом, которого звали Иоганн Фридрих, которого мы с вами тоже сегодня увидим. И надо сказать, что Кранах, который вообще
был большой ценитель женской красоты и большой ценитель как бы стиля и прекрасного. И вообще надо сказать, что в Германии в его время Кранах и его работы, его рисунки, его гравюры – это своего рода Vogue нашего времени. То есть по его работам все вокруг понимали, что сейчас носят, что модно, что как бы правильно, а что уже отстой. Если у Кранаха этого нету, все, значит мы это уже не носим. И вот эти вот цепи огромные, да, которые вот сейчас задают вопрос, а как же бедные женщины это носили? Очень просто, это папье-маше. Это такая вот легкая театральщина. Но дико модно было во времена Кранаха, и у него этих цепей полно. Вот эта голова, она тоже у него натурная, она у него кочует из Юдифи в Юдифь, потому что Юдифи у него этих. Он когда-то, он вообще очень часто это делал, он принимал участие, ну как принимал участие, он наблюдал вообще все казни, потому что, ну, это в наше время как бы и кино, и театр, ну, подземелье, понятно, но все равно этого добра как бы достаточно. А тогда и развлечений-то никаких не было. Там раз в 20 лет коронация, там раз в 20 лет там похороны монарха. А казни часто и разные. И они, знаете, такие с фантазией. Поэтому ходили на казни. Но головы, конечно же, тоже рубили людям приличным. И Кранах все это с удовольствием зарисовывал. И надо сказать, что он даже иногда покупал эти головы специально для того, чтобы принести домой, спокойно, как бы в обстановке своей мастерской, это записать, как бы, и чтобы у него этот рисунок, как бы, либо этот этюдик всегда был под рукой, и его всегда можно использовать. Поэтому у него эта голова встречается очень часто. Кстати, Караваджо делал то же самое. Они в этом смысле все большие молодцы. Это девушки семейства, саксонского семейства, они все фон Саксы. Одна из них тоже Сибилла, вот она как бы в центре, а две других это как бы тоже это сестры как бы ее мужа. И надо сказать, что, вот вы видите, они все немножко похожи. А почему так произошло? Кранах влюбился в вот эти вот лисьи глазки Сибиллы. Он после нее эти лисьи глазки рисовал абсолютно всем. И знаете, что интересно? То есть, ну, представьте себе, то есть вы приходите к портретисту, он вам делает лисьи глазки. Вы такие, Кранах, здрасте, что это? А так никто и не пикнул. Почему? Потому что, я же вам говорю, Кранах – это Vogue. Он написал Сибиллу с такими глазками. Все поняли, сейчас носят такие глазки. Поэтому никто не возражал, он всем пишет лисьи глазки. Ну и как же, конечно, без Дюрера, когда вот такая вот совершенно волшебная дюреровская вещь, вот в такой вот невероятной совершенно раме есть в Венском музее истории искусства. Но это, знаете, тот случай, когда про этот алтарь можно говорить бесконечно. Поэтому я прошу прощения, но идите в нашу дюреровскую лекцию. Там об этом очень-очень подробно. Единственное, что хочу вам сказать. Несмотря на всю вот эту красоту, которую вы здесь видите, а здесь в верхнем регистре у нас Бог Отец держит Бога Сына за крест. Сверху у нас Бог Дух Святой, ну, Святая Троица, понятно, да? Слева и справа в верхнем регистре у нас святые, естественно, с Богородицей, с Иоанном Крестителем, все как положено. В нижнем регистре у нас грешники. Среди грешников у нас все короли, богатые купцы, Папа Римский, как без него? Как бы святое дело, он-то, кстати, тут не один, тут епископы и так далее. И отдельно от всего этого дурдома, вот тут вот внизу, на поляночке, стоит красивый Дюрер. И у него там написано, что это такое, что здесь происходит. И когда он это написал. И Дюрер, в принципе, собою постоянно украшает многие свои работы, особенно вот такие вот какие-то большие алтарные сцены. Опять же, казнь 10 тысяч мучеников. Про что это кино? Вот, но не могу не рассказать, это интересно. Это такая апокрифическая история, ее не упоминает ни одно из канонических Евангелий. Она описана Иаковом Ворогинским в его «Золотой легенде», которая самое читаемое художественное произведение средних веков. Его все любят, его все читают. И там есть такая легенда, что персидский царь Шапур, ну, шах персидский Шапур, значит, он где-то там в предгорьях Арарата, он встретил войско из 10 тысяч христиан. Ну, Шапур – это как бы 5 век нашей эры, где он набрал в это время 10 тысяч христиан, как бы это такая себе история. Но тем не менее, он всех их, конечно же, он всем им сказал, так, ребята, вот прямо сейчас срочно все
переходите в огнепоклонники, как мы, значит, кланяетесь изображению как бы Зороастра. Ну, они, естественно, все отказались, потому что Ницше в это время еще не написал свою бессмертную книгу. То есть они все отказываются, ну и персидский шах приказывает, конечно же, всех казнить. Казнят здесь всех самыми разными способами. Значит, здесь внизу этой вещи, вот вы видите, уже лежат трупы без голов. Головы лежат рядом с ними, здесь рубят головы. Дальше, слева чуть выше, здесь у нас люди распятые. Идем дальше. Значит, тут с правой стороны как бы примерно посерединке, значит, здесь душат. А вообще, как бы, ну, здесь много всяких разных вариантов. Самое забавное, ну, забавное в кавычках, конечно, да? Вот видите вот эту скалу? Это вообще Арарат, чтобы вы понимали. Это вот с Арарата, вот этих вот 10 тысяч христиан, которых предварительно раздели, они, кстати, все здесь в бикини. Их сбрасывают с этой скалы, ну и, по всей видимости, они там все погибают. Здесь вот что важно. Видите, в серединке этой картины великий поэт Конрад Цельтис идет среди всего этого дурдому под ручку, знаете, с кем? С Альбрехтом Дюрером. Как без Дюрера? Надо же сделать, чтобы было красиво. Поэтому здесь красивые два гуманиста, а Дюрер считал себя гуманистом, как бы тоже, как и Цельтис. Причем он написал эту вещь в 1508 году, и когда он писал, он узнал, что Цельтис умер. И для него в какой-то степени это был вот такой омаж памяти друга, поэтому не будем мы с вами над этим смеяться, как бы это святое. Тема эта картина возникла потому, что постоянный заказчик Дюрера Фридрих Мудрый, саксонский курфюрст, собственно говоря, невесткой которого была Сибила Клевская, он вообще, несмотря на то, что поддерживал Лютера, и как бы ему была близка лютеровская проповедь, он при этом все равно оставался до конца жизни страстным католиком по одной простой причине. Он с детства и с юности собирал мощи святых. И вот знаете, у него коллекция как бы художественная была так себе. А вот коллекция всяких разных костей, черепов, мощей, он очень гордился тем, что у него было 3 черепа Иоанна Крестителя. То есть это далеко не у каждого как бы европейского государя были такие сокровища. И у него буквально был целый шкаф разных костей вот этих самых 10 тысяч мучеников. То есть, собственно говоря, это госзаказ. Но даже в госзаказ Дюрер влепил себя любимого. Это еще один постоянный заказчик Дюрера, император Максимилиан, первый Максимилиан Габсбург. Дюрер пишет его, в принципе, незадолго до его смерти, пишет с уважением, как бы с любовью. И то, как здесь написан мех, ну как бы до Гальбейна как бы никто такую красоты как бы с мехом не творил, а для Дюрера как бы этот человек имел огромное значение. У него самого как бы, несмотря на то, что он Габсбург, но вечно, как он всем говорил, денег не было. Поэтому, когда он решил в какой-то момент, ну, в хорошее настроение, да под кубок бургундского вина сказать Дюреру, что Дюрер, с сегодняшнего дня ежегодно буду тебе платить пенсию 100 талеров. По тем временам как бы большая сумма. Все протрезвели, да, Дюрер пришел, ну, вексель или что-нибудь. Ой, сейчас, подожди, не все так просто. Как бы. Он начал крутить, как бы ему, Дюреру, выплачивать эти деньги. Выплачивать свои стало жалко. Он нашел, знаете, какой выход из положения? Он сказал городу Нюрнбергу, он сказал, знаете что? Вы можете мне не доплачивать 50 золотых в год, но 100 платите Дюреру. Ну и Нюрнбергу ничего не оставалось, как на это согласиться. Дивная совершенно вещь, специально вам ее показывает у венецианку 1505 года, это уже второе итальянское путешествие Дюрера. Дюрера обвиняют в том, что он в силу своих сексуальных наклонностей, которые, кстати, совершенно не очевидны, и здесь больше как бы слухов и домыслов, чем правды, вот он с удовольствием писал и рисовал мужчин, а женщины у него так себе. Вот это называется так себе. У него абсолютно прекрасные женщины, и это не лишнее тому подтверждение. В принципе, многие, даже художники, могли бы подумать, что это опять-таки Лукас Кранах-старший. Посмотрите на пальчики. Это вообще-то курфюрст Иоганн Фридрих, сын Фридриха III Мудрого, и тот самый парень, для которого Лукас Кранах едет за невестой. Но вы сейчас смотрите на самый настоящий троллинг XVI века. Эту вещь пишет Тициан. Тициан до такой степени был потрясен тем, что делает Кранах. Ему это так понравилось, что он решил попробовать написать в этой манере. Я считаю, что у него получилось. Потому что, такого Тициана мы не видели еще никогда и нигде. Потому что мы привыкли к совершенно другому Тициану.
Вот Тициан. Ну, он всякий, он разный, безусловно, но вот это вот его живопись. То есть Тициан – это тот первый художник, который по холсту или по доске начал махать метлой. И в результате получались все равно красивейшие вещи. Причем Тициан, который пишет вот эти все овидиевские сюжеты, это сюжеты на тему метаморфоз Овидия, это, как правило, высокая эротика, и он это пишет по заказу самого католического короля на свете Филиппа II, который на самом деле вот этими картинами, он испытывает себя. Это такое, знаете, изощренная садомаза. Как бы проходить мимо этих эротических картин и при этом считать себя абсолютным аскетом и вести аскетический образ жизни. Тот случай, когда вот сейчас мы с вами начнем идти очень-очень короткими шагами, потому что мимо Брейгеля бегать нельзя. С другой стороны, с ним тоже надо быть очень-очень осторожным. Это его рисунок, вернее, фрагмент его рисунка, который тоже находится в Вене в Музее истории искусства. У этого рисунка разные названия. Кто говорит, что это художник и знаток? Кто говорит, что это художник и знаток, в кавычках, да? То есть мы в данном случае можем говорить о том, что абсолютно все, что нам пытается показать художник, если у нас нет его прямого указания на то, что это, для нас совершенно не очевидно. И мы можем придумать себе все, что угодно. Поэтому большинство толкований и названий ко всему, что мы с вами смотрим, придуманы в XIX и в XX веках. И прежде чем говорить о 12 досках Брейгеля в Венском музее истории искусства, мы не о всех 12 будем говорить, не пугайтесь, не могу вам не показать вот эту его работу, которая находится вообще не в Вене, это в Брюсселе. Да, и я не оговорился, он писал на досках. Это не холсты, это все доски, это все на дереве. Почему вам это показываю? Потому что я хочу, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело, что творит Брейгель вообще. Вот эта вещь называется, хорошо, что вы сидите, «Перепись в Вифлееме». Да-да, это тот самый Бетлехем, который находится недалеко от Иерусалима, и мы с вами все узнаем типичный палестинский пейзаж зимой. Особенно вот то озеро с катком. В какой-то момент ты начинаешь понимать простую вещь, что Брейгель, будучи художником, он не пытается нам с вами сделать тупо книжную иллюстрацию к Евангелиям. Он не пытается нам с вами говорить вот напрямую о Новом Завете. Он говорит о том, что, по всей видимости, больно и понятно ему в его время. И учитывая, что вот здесь вот, на этом домике, вот с левой стороны, между вот этот левый домик, который вот слева, да, за деревом, вот здесь вот красного цвета, на красном фоне, вот я вам показываю, там висит черный двухглавый орел. Не пугайтесь, это не Российская империя. Дело в том, что после того, как пала Византия, герб палеологов, двуглавого орла, прикарманили все, кому не лень, включая Московское царство. Но, естественно, Габсбурги это сделали тоже. Почему? Потому что Габсбурги, в принципе, владея Италией и Римом, они все-таки, согласитесь, имели на это некое идеологическое право. Поэтому они себе забрали двуглавого орла. И мы можем предположить, зная, что в конце года всегда платятся налоги, кстати, конец года, то, скорее всего, эти люди – это всего лишь навсего современники Брейгеля, которые в декабре перед Рождеством платят в казну подати. Вот про что это кино. Но он нам с вами это передает как вот эта вот самая перепись. Почему перепись? Потому что мы же все знаем, что после этой переписи Ирод пытался вычислить, где ж у кого родился новый царь иудейский. А чем занимаются налоговые службы после того, как мы сдаем налоги? Они пытаются понять, кто же из нас не додал. То есть, в принципе, всем понятна история, если бы не одно «но». Понимаете, в чем штука? Рано или поздно, влипая в эту картину, от Брейгеля оторваться практически невозможно. Я вам даже сейчас не буду рассказывать про то, что у него дети, как правило, кошмарные. У него один прекрасный ребенок. Его надо вообще видеть вблизи. Да, с детьми у Брейгеля он весело к ним относился. А тут вот в этом месте, вот внизу этой картины, между этими бочками, тут мужик с пилой на плече. Большая пила. Плотник, наверное, ты такой думаешь. А плотник этот за узцы ведет ослика, а на ослике сидит женщина в синем
сверху плаще. Ты такой: Господи, Богородица, зима, Палестина. Для тебя только что было все понятно, понимаете? И тут вот он творит такие вещи. Тут Богородица, и там за нею, кстати, помните знаменитая гребенщиковская вещь? Его исполненный очей. Вот здесь это все есть. Я сейчас вам об этом рассказываю, у меня мурашки по коже. Только потом, через какое-то время, ты понимаешь, ну да, это же перед Рождеством. То есть, скорее всего, где-то здесь есть церковь, около церкви наверняка стоит вертеп. А раз стоит вертеп, значит, туда идут актеры, которые будут разыгрывать евангельские сценки. Ну, слава тебе, Господи, говоришь, ты успокоился. Поэтому с Брейгелем все непросто. А теперь идем в Вену. Вот это тот самый зал в Вене, в котором висит 12 его досок. И вот эти вот две, я специально вот их вам мельком показываю по одной простой причине. Если вот я начну говорить о них, то мы на Брейгеле как бы здесь и заснем. Это крестьянская свадьба и крестьянский танец. И надо сказать, что вот в крестьянской свадьбе на раме практически сидит ребенок и что-то ест. Вот это единственный очаровательный ребенок во всем Брейгеле, потому что все остальные страшные. У него есть картина, она тоже, кстати, в Вене висит, но я вам ее не показываю сегодня. Она называется «Детские игры». Там изображено 230 детей, которые играют в 83 известные Брейгелю в это время игры. Мы даже не знаем, что это за игры на сегодняшний день. Я вам это не показываю, потому что вы все родители, а дети там страшные, вам нельзя такое показывать. А с этой стороны, вот где правая картина, где крестьянский танец, здесь две маленькие девочки, вот видите, волынщик сидит слева на этой картине, а тут две маленькие девочки. На самом деле это две маленькие женщины. То есть для Брейгеля дети – это такие маленькие люди. Он не всегда ловит их пропорции, которые другие. Кстати, Дюрер сломал себе голову на детских пропорциях в свое время, но все-таки разобрался. Брейгеля еще называют мужицким, потому что он с удовольствием пишет все вот эти сцены. Но Брейгель, прежде всего, это человек, который делает практически такую бархатную революцию в европейской живописи. Когда ты смотришь его в большом таком пространстве, как этот музей, большое количество Брейгеля, 12 штук – это большое количество Брейгеля. До нас дошло всего лишь 40 живописных Брейгелей. Это ни о чем. Особенно если сравнивать с такими, как Рубенс, в котором можно погибнуть, если забросает холстами. Брейгель первый начинает работать прежде всего над пейзажем. В это время пейзаж для зрителя, для заказчика, это вообще непонятный жанр. Зачем ему пейзаж, картина с пейзажем, если он открыл окно, вот. То есть картина ведь это тоже окно. Это окно в какую-то историю. В это время для зрителя очень важно научиться что-то узнать, посмотреть всплакнуть вместе с Марией Магдалиной, когда она сидит там и думает, как же меня угораздило. Важно вот это все. А пейзажик, окна для этого существуют. Открыл окно, вот тебе и пейзаж. А Брейгелю это все нравится. Он делает это с удовольствием. Но он находит совершенно гениальный ход. Он этот пейзаж заселяет какой-то толпой. Ему без разницы вообще про что. Ему главное, что все разные. Он людей, кстати, тоже с удовольствием пишет. У него никто не повторяется, ни один персонаж. У него, в принципе, можно описать каждого. Я вам хочу сказать, что это один из тех художников, над которыми искусствоведы, они очень благодарны ему, потому что здесь бездна возможностей для диссертаций. То есть просто берешь людей, которые, кстати говоря, видите, там в горах, там мостик маленький. Горы далеко от нас. Там люди идут. Описать этих персонажей – это уже диссертация, потому что никто раньше этого не делал. Десятое дело, что в этом пейзаже происходит одно из самых, наверное, важных превращений, важная трансформация в истории христианства. Это, опять-таки, палестинская природа. И это у нас Савл гонится за первыми христианами, которые где-то спрятались в Дамаске. И по дороге в Дамаск его ослепил свет фар с неба, он падает с лошади, он слепнет, вдруг в его тьме, его слепоты появляется свет, и Христос говорит: «Савл, зачем ты гонишь меня?» Савл прозрел, он встает апостолом Павлом. И появляется тот самый главный промоутер христианства, благодаря которому оно в принципе случилось. И это единственный эпизод, когда они с Христом встречаются. Потому что все остальные апостолы, они знали Христа лично, а Павел именно в этот момент, когда Христос пришел к нему и попросил на него работать.
Вот, и здесь весь вот этот вот отряд, огромное количество людей, которые вы здесь видите. Опять же, я очень люблю, когда искусствоведы говорят о том, что Караваджо в своем призвании апостола Павла впервые развернул коня задницей на зрителя. А это что, по-вашему? Какой Караваджо? Ну, Караваджо, может быть, и не видел Брейгеля, но Брейгель это сделал вот примерно на 50 лет раньше. Ну, как бы это дело такое. Это не очень важно. В центре этой композиции, вот под вот этими двумя пихтами, если это только пихты, конечно. Нет, подожди, это, наверное, кипарис, это в Палестине у нас. Вот там у нас упал с коня апостол Павел, и здесь вся вот эта толпа вокруг. Что с тобой, что случилось? Вы понимаете, здесь как бы даже не сюжет имеет значение. Брейгель это делает так, что вот мы видели, как мы проходим мимо зала Брейгеля, я сразу говорю, это Брейгель, мы пойдем все обойдем, потом вернемся. Около картины стояли два фрика, две девочки, ну типичные, как бы типичные фрики, все как положено. Цветные косички, там разные очки, там шапочки вязаные, все красиво. Вот они стояли, они втыкали в одну из картин. Когда через 3 часа мы вернулись, они стояли там же. Поэтому с Брейгелем надо очень осторожно. Это очень токсичная штука. Это шествие на Голгофу. Если вы сейчас быстро найдете мне здесь Христа, вот он, прямо в центре. Он упал под крестом, вот он упал, значит, крест на него давит. Вот эта вся толпа, вот опять же, ну что такое казнь в эту эпоху? Это зрелище. Вот они все идут на это зрелище, как бы на все вот это посмотреть. Сумасшедшее количество людей. Конечно же, у нас здесь впереди, безусловно, как бы и Мария Магдалина, и Мария Богородица, и любимый ученик Иоанн, и абсолютно палестинский пейзаж. А это вот такие вот вещи Брейгель очень любил. Это из разряда вот как детские игры, 83 штуки, о которых я вам рассказывал. А это битва между постом и карнавалом. Причем вот здесь внизу этой картины с правой стороны сидит такой очень худой персонаж, по всей видимости, очень худая женщина. Вот на этом красном помосте, вот она здесь, с такой штуковиной, значит, на голове, и она еле-еле держит в руке вот эту вот такую штуку, которую как бы вот из печки там доставали там хлеб или еще что-нибудь этой лопатой. И там лежат две такие дохлые рыбины. А напротив, на бочке, сидит толстый и довольный карнавал, у которого вот такой вот большой шампур в руках, на нем шашлык, все как положено, как бы веселье и аскеза. Ну и, собственно говоря, как сказал бы современный искусствовед, Брейгель здесь исследует тему, которую мы бы сегодня назвали красивым шведским словом «лагом». Когда мы должны найти вот этот баланс между аскетизмом и вот таким вот, как бы, когда вот все можно, как бы всего много, делаешь все, что хочешь, как бы можешь себе позволить любую роскошь. Ну, Брейгель пытается понять, насколько это правда. Тоже вещь, которую можно рассматривать бесконечно, ну и наконец. Главная открытка зимняя всех времен и народов, да, «Охотники на снегу». Она действительно большая, она там 1,5 метра там, на метр с лишним. Это большая композиция. Причем, видите, внизу этой картины куст. Среди этого куста брейгелевская подпись. Дело в том, что вот я не помню, то ли на фламандском языке, то ли на каком-то диалекте нидерландского языка, или брёгель, или брегель, ну как-то так. Это куст. То есть, в принципе, то, что Брейгель нам здесь впереди рисует куст, вот в этом месте, это уже подпись. Ну и здесь, конечно, Брейгель делает совершенно удивительную вещь, потому что он пишет нам свои любимые Нидерланды, а большие Нидерланды – это, мы же знаем, это низинные земли. Да? Это такая плоская штука, которая еще местами еще и ниже уровня моря даже. Поэтому откуда эти скалы? У него, вы знаете, было путешествие через Францию в Италию. Он видел Альпы и обалдел. И у него альпийских набросков, альпийских рисунков очень-очень много. И он нам здесь делает микс своего родного фламандского пейзажа и Альп. Красиво, невероятно. По поводу вот этой вот сороки очень часто, значит, что вот эта сорока, это символ того, что это же эпоха символизма, когда люди, значит, и эта сорока, она говорит о том, что люди любят сплетничать, здесь много людей, сплетники, значит, разлетаются по городам и весям. Да нет, как бы это уже не эпоха символизма, это все осталось в прошлом. Мы уже пережили высокое возрождение, и Брейгель как бы тоже, естественно, о нем знает, поэтому
Опять же, как я говорю в лекции Брейгеля, которая у нас есть на канале, знаете, мы все читали Зигмунда Фрейда, но иногда банан – это просто банан. Поэтому, скорее всего, что это просто птица, которая ему здесь нужна была композиционно. Живописно – вещь необыкновенная. Насколько она рождественная, насколько она радостная, она вообще не рождественская, и она вообще не радостная. Потому что здесь у нас отель слева, вот этот вот домик, с покосившейся вывеской, которая с одной стороны отпала так по чуть-чуть. Здесь люди, которые на костре что-то обжигают. Радостные искусствоведы иногда пишут, что там осмаливают свинью. Вы знаете, я специально вглядывался в этот костер, ни свиньи, ни ее частей там вообще не видно. То есть откуда они взяли эту тему, совершенно непонятно. Эти охотники, которые бредут с охоты без добычи, они пустые. То есть это люди, которые должны принести что-то на ужин, потому что у них ни сельпо, ни АТБ, ничего рядом нету. У них рядом есть лес. И ты должен поймать того хорька для того, чтобы что-то принести домой. Они ничего домой не несут. И эти собаки, они не медитативные вообще. Они грустные, они убитые горем, потому что хозяин, по всей видимости, наорал на них. Поэтому все, что происходит здесь вблизи, оно все такое вот, малорадостное, скажем так. Здесь, если и есть какой-то праздник, то на вот этом катке, который мы здесь можем наблюдать бесконечно, здесь абсолютно четкие мизансцены. Там нет ни одного случайного персонажа. Там везде что-то происходит между ними. Здесь тоже есть что на посмотреть. Поэтому вот постоять перед ней 1,5 часа – это обычная история. Не говоря уже о том, что вот смотрим вдаль. Здесь, наверное, не очень хорошо видно. А когда вы к ней подойдете, вы увидите. Там вдали, там горит дом. Там люди бегут вместе его тушить. То есть собираются соседи для того, чтобы решать эту проблему. Не говоря уже о том, что вот где-то там далеко, вот совсем далеко, на горизонте, там вообще городок с прописанными окнами, с церковью. И к этому городу там бежит девочка, потому что она увидела, что она не закрыла дома окно. Будет холодно, это окно открыто. И она не видит тот горшок герани, который там был, потому что он упал от ветра. Это фантастика, ребята. Это тот случай, когда в какой-то момент ты себя ловишь на том, что а где реальность? У тебя или там? И где ты вообще находишься? Большая Вавилонская башня. У Брейгеля этих башен 2. Одна в Вене и одна в Роттердаме. Роттердамская считается малой, просто потому, что там размер поменьше, а здесь размер тоже где-то 1,5 на 1,20 м. Понятно, про что это кино, но вы понимаете, в чем штука? Если я не ошибаюсь, у Джеймса Джойса в романе «Улисс» 3-й эпизод начинается словами «неотменимая модальность зримого». Вот эти вот 3 слова, они как бы в самом начале этой главы. Вот это полностью относится к этой картине. Развидеть это невозможно. Оторваться от этой картины невозможно. Потому что в невероятных подробностях, во-первых, сама по себе эта башня, которая, знаете, что напоминает? Вот я на нее смотрел, думаю, боже мой, я где-то это видел, но я точно видел это где-то. Это Римский Колизей, вывернутый наизнанку. Просто как бы чаша Колизея, она внутрь, а Брейгель Римский Колизей видел ровно таким же, каким мы с вами его видим. Вот этими развалинами. А Брейгель вытащил это как бы наверх и сделал вот такую вот как бы конструкцию. Там даже у него наверху там облако, и за этим, выше этого облака, там тоже люди еще что-то строят. Здесь, в этой картине, есть совершенно поразительный момент, эпизод, где видно, что они эту башню, люди, которые ее строят, они не дураки. Они строят ее не на ровном месте. Они нашли скалу, и вокруг этой скалы они строят эту башню. То есть у них своего рода уже как бы вот этот импульс, он уже есть. Им главное как бы его обложить теперь камнем. И там есть одно место этой скалы, над которым как бы работают рабочие, и там совершенно это поразительно. Ты когда это понимаешь, ты когда это видишь, но это надо видеть, конечно, в оригинале.
Что он сделал? Понятное дело, что у художника есть разные инструменты. Как правило, это кисти разной толщины. Это мастихинчик, такая лопаточка, да, которой мы можем либо ощущать краску, либо наоборот наносить краску. При Брейгеле как бы таким инструментом пользовались крайне редко, скажем так. Но еще как бы у нас, слава богу, руки не отсохли. И когда нам надо что-то такое сделать, каждый из нас, кто имел дело с масляной живописью, там облачко какое-нибудь, да, пальчиком, о, нормально, вытер, все. Ребята, там отпечаток пальца Брейгеля. То есть он сделал ровно это. Он приложил палец и сделал что-то такое, а потом еще раз приложил палец. И там четко уникальный отпечаток Брейгеля. То есть вы понимаете, на вас смотрит человек из 16 века, который умер в 1569 году, за 400 лет до того, как я родился. И это, конечно, картина, перед которой можно вообще прожить целый день. Потому что такое огромное количество персонажей, которые здесь, мало того, он воспроизводит очень точно строительные, все вот эти вот орудия, которые были при нем, вот подъемные краны. Боже, как я смеялся. После нашей флорентийской лекции, когда я сказал, что когда я был во Флоренции в крайний раз, там до войны, там стоял кран перед галереей Уффици. Ребята, напишите, пожалуйста, я так надеюсь, что его убрали. Нет, не убрали. Стоит, пишут. Ну и вот еще один фрагмент оттуда же. То есть, вы понимаете, башня строится, а ее уже обживают. То есть, здесь каждый сюжет, куда вы ни посмотрите, здесь вот в этом окошке, вот где красный домик еще такой пристроен, потому что, ну как без пристройки-то? Ну надо ж куда-то складывать вещи, которыми мы, естественно, неизбежно обрастаем, их куда-то девать нужно. Здесь вообще сидят барышни, которые еще и белье там развесили, как бы оно у них там сохнет. Здесь нет ничего случайного. Здесь вот нижний ярус, да, здесь работают люди, здесь люди живут, опять-таки белье висит, там кто-то куда-то идет, они все чем-то заняты. Про каждого можно что-то сказать. Главное как бы в это всмотреться. И ты, когда начинаешь проживать жизнь каждого, да еще если бы... Вот я с ужасом думаю, что в Вене висела бы еще и Роттердамская башня. Понимаете, мы бы с вами сейчас начали говорить об этой башне. В результате как бы Бог, который от этого бы устал бы, нас сейчас всех наградил бы разными языками, чтобы мы не понимали друг друга. Как получилось со строителями этой башни. Мы с вами вырвались из объятий Брейгеля, я думал, что этого не случится. И это Джузеппе Арчимбольдо. Это вот такой вот совершенно удивительный итальянский маньерист, который работал при Венском дворе и который писал вот такие вот вещи. Ну, эпоха называется маньеризм. То есть, вы понимаете, мы удивили уже всем на свете. Знаете, это сейчас проблема театра. Как привлечь зрителя? Давайте в «Лебедином озере» нальем на сцену воду. Пусть они в воде пляшут. Я по этому поводу сказал, что тогда на Евгении Онегине вам придется застрелить Ленского, чтобы зрители пришли. Но так удачно получилось, что Чайковского у нас с вами сейчас не ставят. Поэтому как бы балерины останутся с целыми ногами и руками. В воде они больше не пляшут. Вот к концу XVI века удивить чем-то уже зрителя тяжело. И Арчимбольдо нашел чем? Он нам пишет морскую стихию. Это море. Море со всеми его обитателями, вот со всей этой вот дохлой фауной. И даже жемчуг здесь есть. И здесь, в принципе, здесь нет ни одного эпизода, скажем так, антропоморфного. Здесь от человека нет ничего. Вы начинаете присматриваться, и вы видите, что здесь все абсолютно какие-то морские твари. Поэтому вот такая вот штука волшебная. И он написал целый ряд таких работ. Вот это он же, это, по-моему, у него называется «Лето», то была вода, это у нас, да, это у нас лето. Ну и здесь опять же, да, как бы здесь все это как бы антропоморфное, но при этом все это сделано из каких-то фруктов, из каких-то овощей. Ну, казалось бы, дурня невероятная, но император Рудольф II Габсбург, который для Венского собрания имеет огромное значение, потому что большинство звездных работ, которые сегодня есть в Вене, включая того же Брейгеля, они притянуты в Вену в царствование Рудольфа, потому что он посвятил этому всю жизнь. Он монарх был так себе, но он был очень увлечен искусством, он был увлечен магией, алхимией. Если вам говорят что-то имена Джон Ди и Ричард Келли, которые работали в свое время и колдовали для королевы Елизаветы Английской, которых он переманил из Англии и перекупил за сумасшедшие деньги, они тоже работали на него, они там у него в Праге, не в Вене, он живет в Праге.
Вену он не любит, он в Пражском граде собирает все. И красота златой Праги, которую мы все сегодня так любим, она вся построена именно на вот этом вот импульсе, который заложил Рудольф II, потому что это был его любимый город. Там он все собирает. И после Рудольфа это уже все перевозит в Вену. И он собирает кунсткамеру, он собирает как бы кабинет редкостей. И в кабинет редкостей, естественно, чудесно вписывается вот такая живопись. Ему это безумно интересно, я вам скажу больше. Арчимбольдо написал в этом стиле портрет самого императора. Император был в восторге. Ну, а это любимый наш Микеланджело Меризи, которого мы все с вами знаем как Караваджо. И опять-таки, Караваджо – это такая тема, в которой можно умереть, поэтому я вам показываю его совсем немножко. Это его Мадонна Розария. Это картина, которая была написана им на Сицилии, когда он был вынужден уехать из Рима после вот той самой дуэли, где он был обвинен фактически в убийстве. Он бежит на Сицилию, но у него везде как бы куча чудесных покровителей, которые все его любят. Кардинал Асканью для Доминиканской церкви заказывает ему этот алтарный образ. Это большая вещь, это большой метр, это 3 с чем-то там на что-то 2 с чем-то. И, естественно, раз Доминиканский монастырь, Доминиканский храм, то здесь вы видите святого Доминика, у которого вот здесь, вот что такое розарий, собственно? Это католические четки, которые у него здесь в руках, которые на цепочке с маленькими зернышками, как бы, это абсолютно католическая тема, это и есть розарий, с которым читается специальная католическая молитва, очень красивая, кстати. И вы знаете, вот эта вещь, она потрясающая именно вот из-за вот этих вот рук, которые тянутся к этому розарию, потому что, да, здесь совершенно очаровательная красавица-итальянка Мадонна, которую наверняка пишет с очередной куртизанки, которая ему понравилась, он ее поймал, как бы. Ребенок, который совершенно не выглядит божественным младенцем, как бы, и он вечно из-за этого ругается с монахами. Монахи говорят, ну где божественность в этом ребенке? А он Караваджо им говорит, а где вы видите божественность в обычном ребенке? Это просто ребенок, и все. Но ребенок совершенно прекрасен, в отличие, кстати, от детей, которые у Брейгеля. Но что я больше всего люблю у Караваджо, это вот эти грязные пятки. У него именно грязные пятки, потому что, ну, он реалист. Он пишет то, что есть. Эти люди ходят босиком. Какие еще могут быть эти пятки? Ну, только такие, больше никакие. Вещь, конечно, совершенно волшебная. У него всегда проблемы с композицией. У него всегда он никогда не делает набросков, он никогда не делает подготовительных эскизов, он не разрабатывает никакие темы, у него нахлынуло желание там писать и творить, он ставит холст, он начинает тут же моментально рисовать, он тут же начинает писать красками. В последний момент, как и в «Успении Марии» в своем, он видит, ага, много свободного места вверху. Где-то у меня была чудесная красная тряпочка. Он вешает эту красную тряпочку, она в который раз спасает его композицию. Это у него обычная история. Ну и, наконец, Питер Пауль Рубенс, который здесь совершенно прекрасен. И тоже, как бы, ну, Рубенса очень много, то есть, ну, безумно много. Поэтому я всегда говорю, что если вы в Лувре зашли, в этот зал Марии Медичи, где как бы сплошной Рубенс, бегите оттуда, не оставайтесь там, погибнуть можно. Здесь как бы Рубенс висит удачно, Рубенс очень хороший, очень классный Рубенс. Это алтарь святого Ильдефонса, это заказ его фламандских покровителей. Вот это, ну, вы же видите, да, это трехстворчатый алтарь. Вот правая створка, которая ближе ко мне, здесь изображена инфанта Изабелла Клара Евгения. В левой створке ее муж Альбрехт VII австрийский. Они штатгальтеры Нидерландов. Она Филипповна, кстати, это любимая дочь Филиппа II, испанского короля. И вот на них Рубенс работал с огромным удовольствием. А здесь в центре центральная композиция. Здесь Мадонна вручает святому Ильдефонсу, он у нас покровитель Испании, покровитель Мадрида, вручает ему ризы, его золотые епископские ризы. И святой Ильдефонсо считается первым нунцием как бы Испании. Это опять-таки из золотой легенды Иакова Врагинского, что специально спустилась Богородица и вручила ему, значит, а это вам новая почта прислала. Вручила ему вот его золотые ризы. Красота необыкновенная. Очень большой алтарная картина, очень красивая, очень яркая, зрелищная, как бы, ну вот рука Рубенса, она, конечно, здесь видна. Я вам не мог это не показать, потому что его шубка – это, наверное, одна из вообще самых потрясающих его вещей. Причем здесь важно то, что он здесь свою вторую жену Елену Форман, он пишет ее для себя.
То есть эта картина нигде никому не демонстрировалась. Она висела в их доме, она висела в алькове их спальни. Это его подарок ей. Он ее обожал. Он старше ее на полжизни. В это время, вот все, что вы видите, вот то, какая она, тогда это считается безумно красивым. Тогда носят такое тело. И только такая женщина считается красивой. Если сейчас взять любую нашу современную там манекенщицу и показать брюссельцам или антверпенцам этого периода, они сказали бы: боже мой, деточка, ты ж не выживешь, и начали бы срочно закармливать, потому что здоровая, красивая женщина может быть только такой. И она, конечно, совершенно жемчужная, белокожая, то есть ни одна репродукция не передает красоты вот этого свечения ее тела вот оттуда, откуда-то изнутри. Он ее пишет много и часто, он на ней женился уже будучи, очень взрослым человеком, она значительно моложе его, она катастрофически моложе его. И известно, что когда он умер, она даже задумывалась о том, чтобы, когда уже став очень пожилой женщиной, она уже задумывалась о том, чтобы эту вещь уничтожить, чтобы, потомки не увидели, как это все было на самом деле, что же подумают про бабушку, понимаете? Но, кто-то из поклонников Рубенса, уже не помню кто-то из монархов спас эту вещь, ее выкупили за сумасшедшие деньги, и она решила: ладно, пусть где-нибудь висит. А это сам Рубенс за год до смерти. У него несколько его автопортретов, он абсолютно везде прекрасен, он пишет себя чудесным, роскошным кабальеро. И вот этот последний автопортрет, который он делает, где уже видно, что это до какой степени этот человек устал от жизни. Когда ты понимаешь, что он прожил, в принципе, не очень большую жизнь на самом деле. Он чуть-чуть перешагнул за 60. Но за это время он успел побывать дипломатом, шпионом, живописцем, архитектором, ювелиром, скульптором, рисовальщиком, гравёром. Он сделал столько всего, что, в принципе, на сегодняшний день на арт-рынке Рубенс один из самых недорогих художников, то есть имея несчастных несколько миллионов евро, можно прикупить себе хорошего Рубенса. Это не очень большие деньги на арт-рынке сегодня. Но это связано исключительно с тем, что он сам и его мастерская – это была целая фабрика по бьюти. Они только этим занимались. Они создавали прекрасное в сумасшедших количествах. Конечно же, есть градация. Понятно, что вот это Рубенс, а это мастерская и Рубенс. Понятное дело, что там есть градация и по ценам. Такие вещи, конечно же, он пишет сам, как и шубку, как и этот автопортрет. А это мой любимый Веласкес. И кто эта очаровательная барышня? Это очаровательная барышня Марианна Австрийская. Опять-таки, Марианна Австрийская. Марианнушка должна была выйти замуж за наследника испанского престола, которого звали Бальтасар Карлос. Он был сыном испанского короля Филиппа IV Габсбурга, потому что в Испании сейчас у нас Габсбурги королями были в эту эпоху. И его первой жены Изабеллы Бурбонской, Изабеллы Генриховны, дочки Генриха Наварского. Но так уж случилось, что в 16 лет Бальтазарушка умер. Девушка осталась неудел, но так уж случилось, что буквально через год или через два от очередной беременности умирает Изабелла Французская, жена Филиппа IV. Филипп IV, недолго думая, женится на своей племяннице, на которой он планировал женить своего сына, который умер. И он женится на Марианне Австрийской. Дело в том, что Габсбургов это изгубило. Близко родственные браки. Двоюродные братья, дядюшки, племянницы, тетушки и племянники. То есть, обычное дело для этой семьи. Марианна становится испанской королевой, и ее нам пишет Дон Диего Веласкес. Великий, потрясающий, необыкновенный, которого очень много в Прадо, но который, по счастью, есть и в Вене. А вот эта барышня, это принцесса инфанта Мария Терезия, дочка Филиппа IV и Изабеллы Бурбонской, первой его жены, которая тоже, она, кстати, выйдет замуж за своего двоюродного брата, за Людовика XIV, и станет французской королевой. И во Франции ее будут писать совершенно бездарно. Я вообще не понимаю эту женщину, она что, не видела, что они творят? Ее писал сам Веласкес. Во Франции с нее делают, что попало. А этот портрет, он удивителен тем, что здесь, прежде всего, это рука Веласкеса. Здесь имеет значение не сам персонаж, а то, как это делает Веласкес. Здесь в нижней части этого портрета, где просто юбка ее платья. Это место, самый низ, под платком, это просто холст.
и немножко имприматурки. Вот этого вот первого такого жиденького слоя, который художник проходит по портрету. А сверху он пишет белилами и вот этой вот жемчужной серостью все вот это вот серебро, которое расшито ее платьем. Слушайте, это что-то невероятное. Дело в том, что вот спасибо тебе, Господи, что Веласкесу так повезло в жизни, что он работал на Филиппа IV Испанского. Другой бы заказчик, он бы пришел к Веласкесу в мастерскую и сказал бы: «Здрасте, у тебя что, красок нету? Есть. А что ты не записал? А что писать, когда все есть?» Но Филипп IV, он сам занимался живописью, он понимал, что он имеет дело с гением. Когда ему члены его двора, там, испанские гранды, говорили: «Ваше Величество, да что же это вы Веласкесу позволяете все на свете, нам шиша, ему все». Филипп IV говорил, что: «Господа, я могу сделать графа, я могу сделать герцога, но я не могу сделать ни одного Веласкеса». Он прекрасно понимал, что Веласкес – это тот персонаж, о котором и когда-нибудь об этой эпохе будут говорить, что Филипп IV – это испанский король, который жил в эпоху Веласкеса. Вот Филипп отдавал себе в этом отчет. И только благодаря этому мы имеем вот такую вот живопись. Когда это увидели импрессионисты, они обалдели. Потому что Веласкес был забыт на долгое время. Его же вытащили наши любимые Моне и Мане и все остальные. А это у нас Маргарита Тереза, тоже испанка, тоже испанская инфанта, тоже дочка Филиппа IV, но это дочка уже от Марианы Австрийской, от его племянницы. Почему я вам показываю эту девочку? Эту девочку готовили в жены ее дядюшке, австрийскому императору Леопольду I. И эта девочка фигурирует на знаменитой картине Веласкеса «Лас Менинос». Вот те самые знаменитые именины, где приходит девочка к родителям. Веласкес пишет их портрет, о котором мы говорили, когда мы с вами были в Прадо, поэтому идите в ту лекцию. Зачем ее пишут маленькой и пишут ее через каждые 2 года, и пишет ее Веласкес? Потому что к Венскому двору отправляют портреты, как выглядит невеста, чтобы жених видел, что все идет нормально, развивается хорошо, разница в возрасте между ними была 26 лет. А это совершенно потрясающий Рембрандт и его сын Титус. Тот сын, который умер очень молодым, и это именно то горе, которое Рембрандт пережить не смог, и он вскоре умер. А совсем не то, что у нас с вами сейчас, как правило, говорят, что он не пережил банкротство. Да дай Бог каждому такое банкротство, как у Рембрандта. Он все сохранил, банкротство было совершенно фиктивным. И совершенно необыкновенный Титус, и то, что делает Рембрандт со светом на своих картинах, это что-то невероятное, как бы Рембрандта. О Рембрандте, конечно, надо говорить отдельно, и слава Богу, опять-таки на канале есть лекции, извините за рекламу. А это совершенно удивительный Николя Пуссен. Французский художник, который, вот вы знаете, для меня он загадка. Дело в том, что я слышал от таких уважаемых людей, как, например, Сальвадор Дали, да, что Пуссен – это вообще художник номер раз. Я вот до сих пор этого, честно говоря, не вижу. Но я вам это показываю, потому что, может быть, вы в этом что-то увидите. Какая-то тайна в нем есть. Что-то необычное, безусловно, в этом присутствует. Именно что я пока не разглядел. Про что это кино? Это, кстати, большой метр, тоже это здоровенная картина. Это разрушение Иерусалимского храма. Помните, Христос сказал Синедриону, что камня на камне здесь не останется. Вот от этого места. Не прошло и 70 лет, как пришли римляне во главе с Титом Флавием Веспасианом, и таки да, разрушил Иерусалимский храм, от него осталась только одна стена, которую мы с вами все видели, знаем, все записочки туда засовывали. Это как с Брейгелем, потому что Вермеера четко атрибутированного в мире всего лишь 34 холста. И все. То есть это вообще ни о чем. То есть каждый на вес золота, каждый уникальный. И вот вы знаете, Вена владеет, на мой взгляд, лучшей его работой, потому что у меня, что называется, все внутри оборвалось, когда я внезапно как-то... Она висит так в простеночке. Вот представьте себе, коридорчик фактически. То есть картины, тут этот простеночек, и там в глубине на стене висит Вермеер. Я вот за сердце схватился, и я понимаю, что вот я ее вижу, и это просто счастье. Потому что, честно говоря, когда ты шел на Веласкеса, ты шел на Брейгеля, ты шел на Кранаха, ты шел на вот это все, как-то про Вермеера вообще не подумал. Бывает такое иногда. Несмотря на то, что ты знаешь, что Вермеер там есть. И вдруг вот он сам к тебе приходит. Он такой: Костя, как же так? Это аллегория живописи. Как мы сейчас думаем, это называется. Опять же, мы не знаем, как это называлось на самом деле. До нас
оригинальное название, данное этой работе Вермеером, оно не дошло. В XIX веке это так назвали, потому что здесь сидит художник. Он пишет с натуры вот эту вот девушку, которая, скорее всего, изображает нам музу истории Клио. И вот он ее, значит, пишет в образе вот этой вот музы, потому что всякие аллегорические мотивы в эпоху барокко, это все очень модно. Но даже не это важно, это не имеет совершенно никакого значения. Ты физически ощущаешь этот воздух и пространство между этим художником и этой девушкой. И такое ощущение, что если туда сейчас там бросить что-нибудь, какой-то предмет, он где-то там на стол и упадет. И покатится по столу или поскачет. А там еще, видите, висит карта за той люстрой, которая вполне реальна. Вот ты на нее смотришь, а она такое ощущение, что она даже как бы там болтается так чуть-чуть на цепочке. Вот за этой люстрой висит карта. И на этой карте можно все прочитать. Хотя эта работа, ну как бы она относительно не... Ну она вот такая. То есть она не гигантская прямо. Это, грубо говоря, там метр с копейками на чуть меньше метра. Но это что-то совершенно невероятное. А вот этот вот пол, с которым он хитрил, потому что если здесь мы присматриваемся к некоторым плиточкам, то мы увидим, что одну плиточку он решил сделать черной, потому что по композиции ему это было выгодно, а она должна была быть белой на самом деле. Вещь необыкновенная, при всем при том, что ты узнаешь, понимаете, когда мы знаем все 34 работы Вермеера, то мы уже знаем пространство, в котором он работает. Мы уже знаем эту комнату, мы знаем этот пол, мы знаем эту занавеску, этот ковер. Это ковер на самом деле. Он у него то на полу, то на стене, то на столе, то на стуле. То есть он вот играется со всем вот этим вот. Он аранжирует вот это как хочет. Но он пользуется все время одной и той же мебелью, одним и тем же мольбертом. Но вот в данном случае как бы появляется вот эта спина художника с вот так вот прописанной вот этой курткой. Причем, вы знаете, это сделано так просто. При всем при том, что ну, как бы ты чувствуешь, что вот эти вот все полосочки, вот эти вот ремешки, они, по всей видимости, кожаные, а под ним батист рубашки, но это батист, больше ничего другого, потому что там сквозь него там еще и тело как бы просматривается. И опять же, как это сделано технически, очень просто. Вот они как бы не выеживались, они писали очень просто, но добивались совершенно невероятных каких-то результатов. И она, конечно, в очень хорошем состоянии. Слава тебе, Господи! А это я вам показываю вот что. Венский музей истории искусства такой огромный, что он с удовольствием сдается под большие выставки. И вот когда мы крайний раз там были, нам сильно повезло, из Америки приехал Марк Ротко. В большом количестве. Это была очень большая выставка Ротко. И, конечно, здесь вообще это, конечно, надо было видеть. Опять же, это вот Ротко, это как с Брейгелем. Здесь люди садились на диванчики. И на одном и том же диванчике перед одной и той же работой, композиция номер 6, да, человек мог просидеть день. Должен вам сразу сказать, что на сегодняшний день к Музею истории искусства Венскому, вернее, под его юрисдикцию также отдали еще целый ряд венских музеев, в том числе и сокровищницу. Поэтому, имея билетик в Музей истории искусства, вы можете по этому же билетику пойти в Хофбург, с которой мы с вами начинали, зайти в сокровищницу, это самая древняя часть императорского дворца, и посмотреть на все то, что здесь находится. Ну, наверняка все знают этот предмет, это корона императора Священной Римской империи, ее называют короной Карла Великого. Она Карлу Великому, конечно же, не принадлежала никогда. Она была сделана примерно через 200, а то и 300 лет после Карла Великого, но ею короновали абсолютно всех императоров Священной Римской империи германской нации. А вот этот крест я вам показываю не потому, что его несли в коронационной процессии императора, а потому что слева от него, вот видите, копье? Это то самое копье Лонгина, которое, как принято считать, по легенде, которая до нас дошла, сотник Лонгин воткнул в бок Христа, как бы сжалившись над ним, чтобы он уже не мучился на кресте, чтобы он уже в конце концов умер, чтобы мучения его прекратились. И вот это копье Лонгина, как бы им владеет на сегодняшний день Венский музей. За ним, кстати, Гитлер охотился, как говорят, как бы и в конце концов его заполучил. Клейноды императоров, а вот это все относится к ним, они находились всегда в Нюрнберге. Или когда война закончилась, Вторая мировая, или перед началом Второй мировой. Короче, они как-то из Нюрнберга попали в Вену. Честно говоря, не очень помню, как это получилось, но это было совсем недавно, в 20 веке. Поэтому для музея это, в общем-то, новое приобретение.
Мы с вами уже говорили о Рудольфе II. Это корона, которая была сделана лично для него, для его коронации, но она так зашла всем абсолютно его потомкам, австрийским императорам, а они потом еще как бы были и главами так называемой дуалистической монархии Австро-Венгрии, то есть, собственно говоря, Иосиф I, с которого мы начали, он был австро-венгерским императором, то есть императором Австрии, королем Венгрии. Вот этой короной короновались все австрийские императоры. Ну, скипетр и держава, естественно. Это коронационная мантия и коронационный меч. Невероятной красоты вышивка золотом по красному бархату. Ухаживают они за этим, конечно, как-то совершенно потрясающе, потому что оно все блестит и сияет, оно все новенькое, как будто, вы знаете, вчера закончили. И горностай даже свеженький. На сегодняшний день к Музею истории искусства отдали каретный гараж, который находится вообще достаточно далеко от этого места. Это Шонбрунн. Тогда это была загородная резиденция австрийских монархов. Сейчас этот дворец и парк находится на территории города. И сразу как бы учитывая, что мы же все это записываем, это будет на канале. Если вдруг вы нас слушаете из Вены, то имейте в виду, что в Шонбруннском зоопарке есть панды, поэтому туда надо идти обязательно. И вот там в Шонбрунне вот этот каретный гараж, где выставлены как бы экипажи, которыми пользовались Габсбурги, и экипажи, которые они отжали по возможности у других монархов. Как, например, вот эта вот карета, которая была использована в Милане во время итальянской коронации Наполеона Бонапарта. В 1805 году, уже будучи французским императором, Наполеон приехал в Милан. К этому его приезду специально был закончен фасад Миланского собора. Поэтому да, девочки, вся эта красота, где мы с вами фотографируемся, это новодел. Это вообще не та древняя пламенеющая готика, это относительно недавняя постройка к коронации Наполеона. И Наполеон ехал вот в этой карете. Ну, когда Габсбурги ее отжали, то они немножко изменили здесь гербовую политику, то есть здесь уже совершенно другие гербы, они уже Габсбургов, как бы и корона, опять-таки, Рудольфа II, которая там наверху, то есть каретой реально пользовались. Вот этот экипаж, который к нам ближе, который с правой стороны, это карета, в которой эрцгерцогиня Мария Луиза приехала во Францию для бракосочетания с Наполеоном. Она была его второй женой. Вот она приехала в этой карете, он ее тогда встречал в Кампьене. Ну, судя по тому, что она находится в Вене, видимо, в этой карете она и уехала. Это карета императрицы Сиси, той самой Елизаветы Баварской, которую мы с вами сегодня вспоминали, красавицы баварской принцессы, жены императора Франца Иосифа I, совершенно несчастной женщины, которая первая, наверное, в истории человечества боялась поправиться, поэтому она стала активно заниматься спортом. До сих пор в Хофбурге показывают ее апартаменты, где стоит первая шведская лестница, на которой она качала пресс. У нее там стояли брусья и стоят до сих пор. У нее там висят вот эти вот кольца, на которых вот это вот можно делать. То есть барышня активно занималась спортом, следила за питанием своим, вообще относилась вела правильный образ жизни, скажем так. Но она из очень сложной семьи, у которой были ли у вас в роду умалишенные? Да, были. Она родственница того самого баварского короля Людвига II, который покровительствовал Вагнеру, который построил этот роскошный замок Лебедя на юге Баварского королевства. Ну, а вот в этом экипаже она ездила по магазинам, по всей видимости, венским. Кстати, она очень много путешествовала, и даже убивают ее в путешествии. В Швейцарии, кстати. Она была в Женеве, когда к ней подбежал рабочий, имя которого я не помню, и он ударил ее шилом прямо в сердце. Причем, что интересно, они с подругой прошли еще какие-то шаги она сделала и сказала, что как-то я себя странно чувствую. И упала уже мертвая. И в Хофбурге, кстати, выставляют накидку, в которой она была в этот момент. Очень красивая вещь. Несчастная женщина, потому, ко всему прочему, еще и потому, что их сын, единственный их сын с императором Францем Иосифом, Рудольф, который влюбился в баронессу Марию Вечера венгерскую, им не разрешали встречаться, родители были против. Они уехали в замок, название которого у меня вылетело из головы. Но об этом снят целый фильм. И, по-моему, там в главной роли, знаете кто? Бывшая жена Ален Делона, Роми Шнайдер. Они оба покончили с собой.
То есть, для родителей, конечно, это была совершеннейшая катастрофа. И после этого императрица Сиси в Вене старается не жить. То есть она все время в движении, она все время ездит по всей Европе. Ну, а это вам мой реверанс на прощание и с пожеланиями всего самого лучшего в наступающем скоро Новом году на фоне кареты ее мужа, Франца Иосифа I.